Привет, с вами Федор и канал Криптекса, и сегодня я расскажу, можно ли майнить одновременно на разных видеокартах от разных производителей. Короткий ответ – конечно можно, а с подробностями давайте разбираться. У меня на столе лежат три видеокарты. NVIDIA GTX 1660 Ti с 6 гигабайтами видеопамяти, NVIDIA P10690 также с 6 гигабайтами и AMD RX 480 с 8 гигабайтами. И все эти три видеокарты у нас с вами будут без проблем майнить на одном компьютере с Windows 10. Давайте сперва разберемся с видеодрайверами. Видеокарты от NVIDIA пользуются одинаковой версией видеодрайвера. Будь это старая видеокарта 600 линейки, будь это самая современная 2080 Ti или вообще майнерская P10690. Поэтому какой бы удивительный набор видеокарт от NVIDIA вы бы не использовали, нужно установить всего один единственный драйвер, самой последней версии, как правило. У AMD точно такая же история. Всего один видеодрайвер, который поддерживает и доисторический Radeon 7970 прямиком из 2012 и мою Radeon RX 480, а также самые современные Radeon 7 и Radeon RX 5700. Сколько бы разных карт у вас ни было, вам нужен один единственный драйвер, и установить его точно так же ровно один раз. Поскольку у нас с вами сегодня и NVIDIA, и AMD-шки вместе, мы будем устанавливать два драйвера. Один для NVIDIA и один для AMD. И здесь мы с вами встречаем первый подводный камень. Драйвера от AMD нужно устанавливать последними. Объясняю почему. NVIDIA очень самоуверенная и не предполагает, что вы будете использовать видеокарты от разных производителей в одном компьютере. Поэтому при установке драйвера она перезаписывает список OpenCL устройств и включает туда только видеокарты от NVIDIA. Поэтому мы с вами выкачиваем два файлика. Драйвера от NVIDIA и драйвера от AMD. А после этого выключаем компьютер от интернета. Устанавливаем драйвер на NVIDIA, а потом устанавливаем драйвер от AMD. Таким образом у нас все видеокарты корректно отображаются и корректно работают. Драйвера от разных производителей обычно друг с другом не дерутся, поэтому каких-то проблем по этой части не должно быть. Но есть еще несколько подводных камушков. Если у вас видеокарты с разным объемом видеопамяти, то настоятельно рекомендую подключать монитор к той видеокарте, у которой видеопамяти больше всего. Операционная система отъедает какое-то количество видеопамяти у основной видеокарты под собственные нужды. Поэтому если вы задействуете AMD-шную видеокарту с 8 гигами под вывод изображения и майнинг, то NVIDIA получат свои честные 6 гигабайт без ограничений. А также очень рекомендую выбирать все видеокарты с похожим объемом видеопамяти, потому что очень удобно, когда все видеокарты могут майнить на одинаковых алгоритмах. Понятное дело, что лучше всего собирать фермы из абсолютно одинаковых видеокарт. Один чип, одна память, один производитель, один модельный ряд, а еще крайне желательно вообще из одной партии. Такие фермы проще всего обслуживать, поддерживать в рабочем состоянии, а также подбирать для них алгоритмы, разгон и диагностировать какие-то возможные неполадки. Но тем не менее фермы типа сборная солянка заслуживают своего внимания. Например, вполне типичная история. Была у вас 1660 Ti в вашем основном игровом компьютере. Потом вы докупили с Авито RX 480 для того, чтобы на ней майнить. А потом вы поняли, что майнинг супер крутой и решили прикупить еще одну видеокарточку. Например, чисто майнерскую P10690. И вот теперь у вас три видеокарты в одном компьютере. И вот у вас целых две видеокарты непрерывно круглосуточно майнят, а основная 1660 Ti то играет в игрушки, то работает работу, то майнит криптовалюты. Идеально. Ставь палец вверх этому видео, пиши свое мнение в комментариях, заглядывай в описание, там есть ссылочка на Cryptex. Cryptex прекрасно умеет майнить на разных видеокартах. Подписывайся на канал и жди наши новые и интересные видео. Пока!